Добрый день! Вы на канале Family Is. С вами Елена Данилюк, и сегодня мы поговорим о детках-манипуляторах. Сегодня я дам 7 советов, что нужно изменить родителям и на что нужно обратить внимание, если вы заметили, что ваш ребенок начинает вами манипулировать. Сразу хочу сказать, что, поверьте мне, ни один ребенок, ни одна крошечка не рождается в мир, не приходит к нам, к вам, в вашу семью для того, чтобы манипулировать нами, для того, чтобы принижать наш авторитет, для того, чтобы испробовать наши силы, наш характер, на стойкость. И если мы замечаем какие-либо сдвиги в ту или в другую сторону в наших детках, нужно понимать, что этому всегда есть своя причина. Сегодня мы как раз эти причины и обсудим. И я очень надеюсь, что наш краткий обзор поможет вам обратить внимание, скорректировать вовремя ваше поведение, атмосферу в семье и поставить все на свои места. Итак, причина номер 1. Перестаньте манипулировать сами. Если детки начинают манипулировать, они, по крайней мере, должны видеть пример того, как это работает и как это делать. Поэтому очень часто бывает так, что ребенок берет пример с кого? Естественно, с мамы и с папы. Перестаньте сами манипулировать ребенком, мужем, детьми, проследите, насколько атмосфера в вашем доме честная и искренняя. Манипуляция – это всегда такой звоночек, что отношения в семье перестали быть честными, что нам нужно от наших близких что-то большее, да? Нам нужна золотая медаль, нам нужны хорошие оценки, хорошее поведение, нам нужна опрятная красивая внешность. И ради этого мы готовы нашим детям давать где-то что-то больше, даже то, что им не нужно, для того, чтобы получить то, что, вот как нам кажется, сделает нас счастливее, что закроет какие-то наши собственные дыры внутри, да. И когда родители таким образом начинают с самого маленького детства манипулировать ребенком, веди себя лучше, да, я тебе потом это дам, да, или вот ребенок уже начинает бояться, когда у мамы плохое настроение, потому что как только он что-то делает не так, как только есть выражение себя, каких-то своих негативных эмоций, позитивных, тут же есть реакция у мамы. А детки, они как барометры, они же настроены на нас, и когда у нас плохое настроение, значит что? Значит, я плохой, потому что виноват тот, кто рядом. И вот когда мамы, папы, очень часто бабушки, бывает так, начинают сразу пить валерьянку, манипулировать здоровьем, манипулировать своим настроением, манипулировать даже какими-то материальными вещами, для того, чтобы добиться желаемого результата, когда мы хотим от наших близких видеть их не такими, какие они есть на самом деле, а что-то большее, да, когда мы хотим в итоге не быть, а оказаться, то детки с удовольствием это перенимают. И когда они немножко подрастают, сами становятся прекрасными манипуляторами. А я думаю, мы все с вами прекрасно знаем, что любой ученик всегда превзойдет своего учителя. Поэтому, если мы показываем такой пример, рано или поздно с нами начнут поступать точно так же, а иногда даже изощреннее. Вторая причина. Установите четкие границы. Вот знаете, когда родители прибегают к двум крайностям в воспитании, ничего нельзя или все можно, да, это безусловно плохо. Но ситуация, когда скачки настроения происходят от противоположных, полярных, когда сейчас вот ничего нельзя, а потом у меня появляются какие-то разные внутри чувства или просто хорошее настроение, и на следующий день все можно, да, или наоборот, и нету какого-то понимания у ребенка, нет опоры, какие правила в нашей семье, как мы живем. Когда я могу получить это, когда я могу рассчитывать на это, какие у меня взаимоотношения с родителями. Когда в семье нету четких правил, когда в семье для ребенка нету безопасной среды, где ребенок может рассчитывать на то, что ситуация идет исходя из причин и следствия, а не настроения родителей или каких-то других внутренних факторов, то дети начинают приспосабливаться. А естественным образом они приспосабливаются так, как наиболее выгодно им. Поэтому чем меньше у нас каких-то четких, понятных границ, чем меньше мы контролируем свое состояние, свое настроение, чем меньше мы даем понятные правила игры в семье, понятные правила взаимоотношений с ребенком, тем больше ребенок будет искать всевозможные ходы-выходы для того, чтобы добиться желаемого результата. Третья причина. Не бойтесь казаться плохим.
Потому что очень часто родители позволяют детям манипулировать собой именно потому, что у них есть внутри этот страх, а вдруг я покажусь плохим, или вдруг я покажусь кому-то, или действительно плохая мама, плохой папа. Сейчас очень много видео, где идеальные дети, идеальные родители, идеальные взаимоотношения в семье. И когда мы на улице сталкиваемся с ситуацией, что наш ребенок начинает себя плохо вести, когда мы сталкиваемся с такой ситуацией в магазине, допустим, когда он увидел игрушку и начинает вопить, и в этот момент у мамы может возникнуть желание вот тут же сгладить ситуацию, потому что, а вдруг все подумают, что я плохая, и вдруг действительно внутри возникает это сомнение, а вдруг я действительно плохая, если мой ребенок себя так ведет, И таких ситуаций может быть очень много. В гостях такие ситуации могут быть, когда никого рядом нету, потому что если ребенок плачет, если он что-то хочет, если он грустный, если он демонстрирует просто плохое настроение, у мамы возникает вот этот страх, и она готова это всяческим путем сделать все возможное для того, чтобы избавиться от этого страха, для того, чтобы вроде как все притихло, и вот это ощущение, что со мной все хорошо, у меня хороший ребенок, на меня хорошо смотрит, и никто ничего не подумает, оно будет постоянным. Поэтому, пожалуйста, дорогие родители, помните всегда, что в любой ситуации, когда вы оказываетесь особенно вне, и ваш ребенок в гостях, на улице, в транспорте, в магазине с игрушками, в продуктовом магазине, начинает себя плохо вести, задавайте себе один элементарный вопрос. Я сейчас хочу ему это дать, выполнить эти требования, просто для того, чтобы все окружающие ничего обо мне не подумали. И тогда скажите себе, что я взрослый, я справлюсь. Конечно, если бы я был маленький, возможно, меня бы это испугало, но сейчас я уже взрослый человек. И я могу постоять за себя и за своего ребенка, если я считаю, что правильно ему не купить сейчас эту игрушку, не дать. И да, абсолютно спокойным тоном, не обращая внимания на всех других людей. Поверьте, это возможно. Да, кажется, это трудно, это дорога такая, длиной в жизнь, как и все остальное. Но родительство ведь это тоже постоянное развитие, поэтому в аэропорту, где бы то ни было, всегда знайте, примите свою четкую позицию, знайте свою правоту, поймите вашу позицию, что вы считаете правильным для себя, для своего ребенка. И будьте взрослым достаточно для того, чтобы уметь постоять за это. Не только перед другими, но и перед самим собой. И сказать себе, я постою и за тебя, и за себя, и ничего страшного. И поверьте, как только мама внутри успокаивается, как только у нее проходит это ощущение вокруг все, и ребенок успокаивается. И если он слышит наш спокойный тон, если он видит, что это нормально испытывать негативные эмоции, если ты чего-то хотел и сразу не получил. Если вы его берете, и выводите, у нас есть прекрасные видео о том, как можно справиться с истериками, о том, как реагировать правильно на истерики. Но что точно не нужно делать, это их бояться. Потому что обычно так все и начинается очень часто. Сначала ребенок привыкает, что в магазине можно устроить скандал, такая легкая манипуляция, и получить игрушку. Ведь мы все стремимся к счастью. Если тебе показан легкий путь к счастью, то ты будешь его систематически повторять. Потом это начинается уже в гостях, потом начинается в других ситуациях, потом ребенок начинает чупать. На маминых чувствах можно играть. Мама не уверена в себе, она не всегда держит четкую позицию, четкие границы. И начинает уже прощупывать, становясь взрослее. А где можно еще как сыграть, А на что мама еще реагирует? А она меня не пускает, допустим, куда-то, я уже взрослый. Так, надо придумать, вспомнить где-то где она усомнится в себе. И таким образом самое главное в этом, что не дети плохие. Это естественный ход психики искать слабые места, если они есть, и отношения не искренние сами собой у родителей. И когда у нас есть какие-то дырки, дети в любом случае, когда у нас есть непроработанные места, они будут нам их показывать. Не потому, что они манипуляторы и плохие, а потому что так устроен этот мир. Поэтому нам с вами ничего не остается, как, став родителями, беспрерывно работать над собой и избавляться от таких страхов, от зависимости от мнения других, и позволять нашим детям проявлять негативные эмоции, не боясь и не позволяя этими эмоциями манипулировать. Четвертый момент, который вытекает, можно сказать, из третьего. Не поддавайтесь, пожалуйста, чувству вины. Потому что я очень много видела семей, где дети вырастают шикарными манипуляторами. Потому что первоначально мама с папой, бабушка с дедушкой жалели его, что мама с папой много работают, не проводят времени, Там родители развелись, он растет без мамы, без папы,
там, я не умею иногда контролировать свои эмоции, срываюсь, а все вокруг идеальные, ну и так далее и тому подобное. И на вот этом чувстве вины, на основании того, что я, как мне кажется, не идеален и не даю максимум того, что дают другие, а сейчас, ну, как бы поле для обзора огромное, родители начинают стараться компенсировать это за счет более лояльного отношения, да, вседозволенности, за счет исполнения желаний по первому щелчку. Особенно часто это компенсируется там, количеством игрушек, ну и так далее и тому подобное. Да. Мама с папой с тобой не проводят время, потому что они на работе, но зато у тебя как бы вся комната будет, а у Васи что, они на великах гоняют, но у Васи одна игрушка, да? Ну, примерно таким ходом. Поэтому, пожалуйста, помните, что даже если вы работаете и уделяете не так много времени, как бы хотелось, то в этом случае важно ведь не количество, а качество. Я знаю очень много мам, которые сутками сидят с детьми, но они сидят в айподах и потом обсуждают вот просто даже какие игры и какие у них баллы. И даже если вы приходите домой, и у вас есть 15-20 минут времени после работы, но вы смотрите глаза в глаза, вы слышите, вы слушаете, вы воспринимаете всерьез то, что говорит ваш ребенок, то вы устанавливаете с ним такого рода отношения, в которых любая манипуляция будет невозможна, потому что это будут искренние отношения. А это единственный на самом деле залог того, что в вашей семье, в вашем доме не будет вот таких вот червячков, когда нечестное отношение к другому, да, или абсолютное попустительство интересами другого будут вклиниваться в вашу семейную атмосферу. Поэтому чувство вины, оно очень продуктивно. Это на самом деле наш компас, который указывает нам путь направления. Но работает он немножко другим образом. А именно, если вы чувствуете внутри вот этот червячок, что вы неправильно поступили, скажите себе, что если я это чувствую, это уже говорит о том, что мои внутренние ценности, мое истинное «я» не совпадает с этим поступком. И я знаю, как бы я хотел делать, и я сделаю все возможное для того, чтобы больше так себя не вести, для того, чтобы не унижать себя больше такими поступками, таким поведением, да, или во мне достаточно силы для того, чтобы сказать себе, что да, я много работаю, но это мой выбор, и зато я даю своему ребенку вот это. И вот это чувство вины тогда, оно будет двигать нами и будет позволять нам становиться лучше. Потому что если из-за чувства вины мы делаем все возможное, чтобы больше с ним не столкнуться, то существует несколько позиций. Мы либо постоянно повторяем действия, чтобы доказать себе и окружающим, что это норма, да, вот как, допустим, мамы кричат на детей, там иногда даже бьют хорошо, а потом вот чувствуют чувство вины, да, там плачут, начинаются вот эти эмоциональные качели, но не останавливаются. Потому что чувство вины настолько их сковывает, что она держится, потом раз и обратно срывается. Встаньте лицом к лицу со всей вашей виной и скажите, что да, я человек, но я с этим справлюсь. И да, я имею право на ошибку, на проступки, но то, что мне неприятно внутри от этого всего, это значит, что это еще не я. Знаете, как говорит прекрасный психолог Светлана Ройс, если вам говорят, что вы гениальны или вы прекрасны, не соглашайтесь, скажите, что вы знаете, я намного больше. Еще я бываю настоящим хамом и так далее и тому подобное, потому что у нас у всех есть светлая сторона и темная, поэтому не бегите от своих плохих поступков, не бегите от чувства вины. Думайте, как максимально можно это исправить. Это единственный путь развития, единственный путь отношений с детьми, с вашими, чтобы вот эти чувства не позволяли вашим детям манипулировать вами, и эти отношения постепенно не угасали. Пятый момент. Учитесь контролировать свои эмоции. И это один из самых важных аспектов. Это очень тяжело, не так-то просто, но мы все идем большой дорогой, и она обязательно приведет нас к успеху. Потому что если родители не контролируют свои эмоции, то говорить о том, чтобы детки могли контролировать свои эмоции, просто невозможно. Они учатся этому именно у нас. А наша задача – помочь ребенку справиться с желаниями, потому что когда возникает манипуляция, когда у нас есть какое-то желание, мы видим, что его сразу не готовы удовлетворить, и мы начинаем искать другие пути. Задача родителя – помочь ребенку направить эту энергию, свое желание в правильное русло. Да? Допустим, ты хочешь этого, прекрасно, ты имеешь право хотеть, это великолепно. Никогда нельзя говорить ребенку, что много хочешь, мало получишь, или там папа с мамой столько работают, а ты еще что-то захотел. Да?
очень важно направить эту энергию. Ты знаешь, я бы с удовольствием тебе это дал, но давай вот подумаем, как бы, вот мы можем купить сейчас это или можем купить вот это. Когда ребенок взрослый, с ним уже вполне можно так разговаривать. Можно направлять его энергию. Или слушай, а давай я тебе подскажу, представляешь, как будет круто, если ты сам что-то сделаешь и заработаешь, там, переведешь какой-то текст, там, проведешь экскурсию, если детки постарше. Если детки младше, их надо учить справляться с негативом и понимать, что переживание грусти, оно по поводу того, что ты что-то не получил или что-то пошло не так, как ты хотел бы, это нормальное и правильное состояние. И родителю важно, когда ребенок кричит «я хочу, хочу», не впадать в возраст на уровне ребенка, не общаться с ним на его уровне, а очень важно сказать «я тебя понимаю», справиться со своими эмоциями и помочь ребенку саккумулировать, справиться, направить правильно его эмоции. И тогда не так страшны будут детские манипуляции, потому что в детских манипуляциях мы боимся чего? Мы боимся этого шквала, взрыва детских эмоций. Мы боимся обид, недовольства, истерики, криков. Мы боимся этого, потому что мы не справляемся со своими внутренними эмоциями. Поэтому в этот момент мы останавливаемся и говорим «стоп». Это нормально, это его фаза развития. Я должен ему показать, как справляться с этим, как переживать неудачи, разочарования, как пережить «хотел и не получил», как направить эту энергию и дать возможность не сдаться, а продолжать хотеть и делать все возможное, чтобы добиться. Вот это очень важный фактор. Поэтому, когда люди говорят, что вот я такой взрывной, эмоциональный, и это как будто печать, константа, вроде как я это принял, ничего с этим не делаю, ну это не совсем правильно. Даже если у нас не получается, задача показывать детям, что я делаю все возможное для того, чтобы исправить. И вот это очень важный фактор. Я не смирился, не сдался, а я продолжаю себя совершенствовать. 6-й фактор – уважение. Что такое манипуляция? Это не честность в отношениях, правда? А честность возникает где? Где есть искренность в отношениях, где есть уважение. И одно из основных вообще постулатов хороших отношений – это именно уважительные отношения. У нас очень мало принят вот этот термин «уважительное отношение к ребенку», «уважительное внимание к ребенку», да? И очень редко, когда взрослые задумываются над тем, а как чувствует себя эта личность. Ращу ли я личность, вижу ли я в нем личность, или я вижу свои желания, свои амбиции и двигаю его в своем направлении, несмотря ни на что. И потом он всеми силами начинает бороться, чтобы хоть как-то сместить этот вектор в то направление, в которое он хочет. Да, там, ходить в той одежде, которую он хочет, играть в то, что он хочет, учиться в той профессии, которую он хочет. Поэтому вот это уважение к детям, оно выстраивает такие отношения, где манипуляция невозможна. Потому что ты не можешь быть нечестен и плох по отношению к тому, кто тебя уважает. Понимаете, там, где растет личность, там не может быть манипуляции. Потому что эта личность, она не боится попросить и достаточно сильна для того, чтобы принять отказ. А это именно основной вот такой вот постулат, правило, которое к чему мы должны стремиться. Мы должны научить детей не бояться нас попросить и быть достаточно сильными, чтобы принять отказ и понимать, что этот отказ будет нам высказан в нормальной форме. Поэтому, пожалуйста, спрашивайте своих детей там, где возможно. Давайте им выбор там, где это приемлемо. И не бойтесь сказать «нет», как мы уже говорили, там, где вы знаете, что четко этого невозможно, да, или так нужно, или сейчас такие обстоятельства. Будьте честны, в свою очередь, с ребенком. Выслушивайте его желания, он должен иметь право сказать, чего он хочет. Вы должны услышать его и объяснить свою позицию. Потому что, к сожалению, у нас вот это очень часто такой критерий. Я старше, я лучше знаю, рот закрой, иди в свою комнату. И когда тебя даже не слышат, когда ты даже не можешь высказать свое желание, то ничего другого не остается, как искать лазейки. Поэтому выстраивайте хорошие отношения, уважайте своего ребенка. Обращайтесь к нему, знаете, вот если это трудно понять на первых этапах, то представьте себе, что перед вами не ваш ребенок, а ваш начальник, ваша подруга лучшая, да, вот тот, с кем вы себе не позволите такого отношения. А ведь на самом деле ваш ребенок намного ценнее и важнее, чем ваш начальник и ваша подруга. И именно с ним связаны ваши самые большие ожидания в жизни. Именно с ним вы захотите проводить время по мере его взросления, выстроить хорошие отношения, когда он уже будет самостоятельным. Вот подумайте над этим.
И я желаю вам действительно уважительных отношений в вашей семье. И каждый раз, когда вам хочется вот так вот отбросить то, что говорит нам наш ребенок, важность его слов, важность его желаний, обесценить, подумайте над тем, что ведь в любом случае мы либо сломаем его, либо заставим искать лазейки. И одной из самых таких ярких лазеек будет манипуляция. И седьмое правило, седьмая рекомендация, как бороться с манипуляцией, это создавайте в семье вашей атмосферу любви. И она не зависит от того, сколько все вместе проводят время, она зависит от того, как хорошо вам вместе, когда вы встречаетесь. Потому что если в семье нет атмосферы любви, счастья, радости видеть друг друга, радости встречи, то семья будет жить материальными ценностями. А материальные ценности – это что-то получить, и получить это любой ценой, уже не учитывая интересы другого. Человек способен, вы знаете, справиться со всем, кроме отсутствия счастья. И если человек увидит счастье в близости, в радости общения, в любви друг к другу, если он прочувствует на другом уровне вообще ощущение счастья, у него никогда не возникнет мысли манипулировать, как-то что-то делать в обход другому. Но если в семье нет атмосферы любви, если все строится на принципах «ты мне, я тебе», ты делаешь так, как я сказала, и тогда будет то, что я тебе сказала, или там у мужа с женой тоже отношения из серии «сколько сделала я, сколько сделал ты», такие бесконечные весы. То есть единственным источником счастья остаются какие-то материальные блага. И любой психически здоровый человек будет делать все возможное, чтобы быть счастливым, все возможное для того, чтобы эти блага получить, и в том числе манипулировать. Поэтому я желаю вам атмосферы любви, уважения в вашем доме. Желаю, чтобы мы хорошо посмотрели на себя, на наши отношения с нашими родителями, с нашими вторыми половинками, с нашими детьми. Честно сказали себе, если там манипуляция, если там какое-то чувство вины, страха, с которым мы так еще и не смогли стать один на один вместе, принять его. А ведь единственный способ что-то побороть – это признать, что это есть. Единственный способ что-то изменить – это сказать, что да, у меня это есть, но я буду это менять. Я всем вам желаю сил и абсолютно уверена, что детская манипуляция в руках родителей. Поэтому начинаем всегда с себя. Спасибо, что были с нами, задавайте свои вопросы. Возможно, у вас есть какие-то нестандартные ситуации, потому что, естественно, все семьи разные, и могут быть у вас какие-то свои случаи. Мы с удовольствием ответим на ваши вопросы. Высылайте ваши методы, способы работы с манипуляцией детской. Будем рады это все прокомментировать. Ну а также ставьте лайки, звоните в колокольчик и подписывайтесь на наш канал. И обязательно отправляйте это видео тем, кто, вы знаете, уже столкнулся с такими вопросами. Всего доброго!